Все чаще в последнее время вижу рекламную интеграцию даже у очень крупных блогеров от одного небезызвестного облачного провайдера, который говорит, мол, локальные нейронки — это сложно, все дорого, и вообще, ну не надо это, ну не занимайся ты этим, завези лучше нам вагон денег. Оставь их у нас, мы тебе все настроим, и все будет в шоколаде. Есть несколько проблем с этим утверждением. У меня, например, не сошлась экономика. Я не понимаю, зачем мне хостить модель, в течение нескольких месяцев у них арендовать ГПУ под это, когда я могу свою ГПУ купить и на ней захостить эту модель, потому что, естественно, они предлагают модели типа GPT-OSS, QVen, Gemma, DeepSeek, ну и вы поняли, да? Зачем мне это делать? Второе. Сам набор моделей не очень удачный. Кажется, мне вот нужны вот эти модели, но их почему-то там нет. Хотя, казалось бы, они все open source, ну дай-то мне все эти модели. А те, которые есть, ну, они мне не очень интересны по тем или иным причинам, они мне просто не подходят. Ну и третье. Self-hosted. Ну какой же это self-hosted, когда у вас это где-то в облаке крутится? Завтра просто накроется медным тазом какой-нибудь дата-центр, и все, и вы остались без сервиса. Self-hosted — это когда вы можете это потрогать руками, физически. У вас есть аппаратные мощности, вы знаете их. У вас есть понимание того, как софтово это все запускается. Вот это self-hosted. Поэтому возникла идея, почему бы не показать, как можно запускать свои локальные модели. Все-таки у многих, кто сейчас с компьютерами работает, видеокарты хотя бы на 16 гигабайт. Э, Поэтому многие модели современные там неплохо себя чувствуют на самом деле. Это очень важно. Они уже, понятное дело, это не Frontier, это не Claude, это не Opus, но тем не менее они очень хорошо себя чувствуют. Разрабатывать уже на них можно. Покажу, как я это делаю, как я запускаю модельки. Может быть, что-то вам будет из этого полезно, может быть, интересно. Может быть, вы чему-нибудь меня научите, поэтому welcome в комментарии. Всегда с удовольствием пообщаюсь, поговорим на тему того, как можно что улучшать. Поехали, сделаем небольшой сначала обзор на инструменты, которые есть. Вот первый инструмент, который обязательно надо упомянуть, это LM Studio. Это All-in-One Solution. Все в одном пакет. Вы загружаете приложение это, вот так вот оно выглядит. Здесь есть чаты, можно загружать модели, можно их запускать, и можно открывать сервер, чтобы подключать к нему агентов. Например, это полезно для разработчиков, которые пользуются агентами для того, чтобы взаимодействовать с кодовой базой. Очень удобная штука, и в целом я бы ее рекомендовал бы, за исключением нескольких «но». Самое главное, наверное, из них это то, что у него есть какие-то вот там-сям проблемы, и вот хочется прямо вот его напильничком вот немножко доделать. Например, недавно буквально в рамках тестов сгружал через LM Studio модель. Джему я там пытался грузить коллеги. И вот, ну, не грузится она. Вот появляется ошибка, и ты эту ошибку никак убрать не можешь. Ты не можешь не обновить репозиторий, чтобы у тебя подтянулся список моделей правильный. Ничего ты с этим сделать не можешь. И вот был бы это open source, я бы мог бы пойти и исправить это, но, к сожалению, это не open source. Поэтому нужно искать другие решения для того, чтобы избавиться от этих проблем. Я любитель open source энтузиаст, и, конечно же, на основе этого я не могу рекомендовать LM Studio для любителей также open source, но если вы совсем начинающий, я думаю, это очень хороший способ хотя бы базово понять, как работать с нейронками. Для чуть более продвинутых специалистов есть уже какие-то решения, которые больше похожи на сервисные. Например, Olama. Это сервис, который можно себе поставить в разных вариациях. Можно в подмане развернуть, ну, то бишь в докере. Можно его просто как отдельное приложение использовать. Но смысл один. Как утверждают разработчики, это самый простой способ разрабатывать с помощью открытых моделей. В целом, где-то, мне кажется, зерно истины здесь есть, потому что действительно у них большая коллекция моделей. Действительно, с помощью Ollama можно закрыть необходимость загружать модели, то есть вам не нужно вручную ничего делать. Вы можете также с помощью Ollama чатиться, с помощью, правда, терминального интерфейса. Я чуть дальше покажу, как это выглядит. Мне не очень это подходит, но это можно сделать. И в-третьих, можно открыть API. У Ollama есть свой API, с помощью которого можно также подключать агентов. То есть в целом он закрывает большую часть необходимостей и возможностей, которые есть у LM Studio. Модельки, как вы видите, есть джеммы, есть Qwen, все есть. Все можно загрузить буквально одной-двумя командами. Штука удобная. Она настолько удобная, что еще год назад я писал пару заметок на эту тему. Первая заметка называется «Запускаем Ollama в Podman», где я показывал, как буквально за небольшое количество команд можно запустить в Podman рабочий экземпляр Ollama и вот, например, чатиться с ним вот так. Мне не очень нравится конечный результат.
чаты все-таки не очень удобно так использовать. Мне нравится больше формат, когда чат у меня какой-то веб-интерфейс есть для чата. Поэтому, конечно, хочется какой-то комплементарный инструмент, который будет позволять именно удобно чатиться с моделью. В то время это был OpenWebUI. Это вторая заметка, которая есть, конечно, ссылку в описании можно будет найти. Также через Podman берете, загружаете, запускаете, и вот у вас есть, пожалуйста, интерфейс OpenWebUI, вот такой. Тоже есть чаты, причем они сохраняются. Оп, вот так будет. Что ты делаешь? Не надо так делать. Вот. Чаты сохраняются, вы можете выбирать здесь модели, настраивать их, как-то выгружать даже из памяти с помощью API OLAMA. В общем, удобная штука, но в целом он мне не нужен. Мне нужна простая, совсем примитивный чатик, чтобы был. Так вот, время идет, технологии обновляются, и уже на сегодняшний день и LM Studio, и OLAMA, на мой взгляд, не нужны. Есть инструмент, который их заменяет. Небольшое отступление лирическое. Если говорить про современное IT, то практически любой инструмент, который вы видите для конечного потребителя, это обертка над каким-то еще одним инструментом, который 99% всей функциональности реализует сам по себе. В случае с LM Studio и с OLAMA это, конечно, Llama CPP. Находится он на GitHub по адресу ggml.org Llama CPP. Ссылочку я также приложу, чтобы было удобнее найти его. Это то самое ядро, с помощью которого LM Studio и OLAMA запускают модели. То есть это Linux в рамках мира инструментов, которые потом используют его. Ну, как вот у Linux есть дистрибутив, например, типа Debian или Ubuntu. LM Studio — это дистрибутив Llama CPP. OLAMA — это такой же дистрибутив Llama CPP. Да, там что-то навернули своего, но в целом это тот же самый Llama CPP. Зачем нужны вот эти вот лишние слои этой капусты, когда их можно убрать, и можно взять ядро и его использовать? Раньше был ответ у меня простой, что мне все равно нужен какой-то веб-интерфейс. Но ребята из Llama CPP молодцы, потому что в конце того года, в ноябре, вот здесь есть ссылочка в README, они сделали WebUI. Вот он, этот WebUI. Выглядит прекрасно, работает супер, никаких проблем вообще нет. Закрывает 99% потребностей моих, наверное. И никаких проблем я с ним не испытываю. Классная штука, поэтому, конечно, я рекомендую именно что Llama CPP сейчас. Очень хороший у них README. У них есть описание того, как, на чем запускается. Вот, например, список API, который они называют бэкэндом, на котором запускается Llama CPP. Описание инструментов, которые есть. К ним мы сейчас вернемся очень быстро. Если быстро забегать, то всего 3 инструмента там интересуют. Это Llama CLI, Llama Server и Llama Bench. Вот он. Если говорить про API, которые поддерживаются, в принципе, как и в LM Studio, как и в Llama, все то же самое. CUDA, HIP, то есть ROCm для AMD, и, например, Vulkan, универсальный для любых видеокарт. Есть еще OpenVINO для Intel, но что-то с ним как-то пока вопросики еще. Вот он поэтому и помечен как in progress, потому что там есть вопросы к тому, какие-то имплементированы. Большинству проще всего будет работать с Vulkan начинать, потому что это самый универсальный API. Любые современные видеокарты его поддерживают. Кроме того, что интересно, может быть, это кому-то будет полезно, с помощью Vulkan можно запускать модели и распределять их по совсем разным видеокартам. То есть вы можете сделать кластер из видеокарт AMD и видеокарт NVIDIA, и это будет работать. В отличие от решений типа CUDA, которые, естественно, только для NVIDIA работают, или того же ROCm HIP исключительно для AMD. Вот. Поэтому я рекомендую, конечно, стартовать с Vulkan. Сейчас мы с вами быстро посмотрим на релизы, как с ними разбираться и все такое. Ну, как сказал, здесь есть инструменты. Давайте пойдем в релизы посмотрим. Во-первых, стоит отметить то, что релизная политика у ребят очень интересная. Они пользуются Trunk-based development. Как только PR вливается в мастер, считается, что ветка стабильная, и мы делаем релиз. Вообще супер, обожаю такое. Для стороннего человека, который с этим не сталкивался, может немножко пугать то, что нету VMware, то есть V1.0.1, вот таких вот вещей. В целом это не особо нужно, потому что они постоянно улучшают что-то, и это было бы только бы тормозило бы сбор изменений, потом какие-то что багфиксы для старого делать. Классная политика. Просто не пугайтесь, если вы видите, что релиз был 24 минуты назад, час назад, 3 часа назад,
5 часов назад. Частые релизы, это здесь нормально, и это хорошо. Очень рекомендую всем попробовать, если вы еще не пробовали так. Как видно, в релизах есть таблица, есть macOS, Linux, есть Windows, все, что вашей душе угодно. Но видно, что в скобках указаны те самые бэкэнды, вы можете для чистого CPU загружать, можете загружать для каких-то специализированных кейсов, как я уже сказал. Vulkan — это универсальный, а, например, ROCm HIP — это уже для видеокарты AMD отдельно, только видеокарта AMD будет поддерживать. Поэтому я рекомендую, конечно, начинать с версии, которая будет Vulkan. Вот для меня, например, на Linux подходит Ubuntu x64 Vulkan, ну, потому что у меня обычный AMD-шный процессор x64, и я вот это загружать буду вариацию. Если у вас Windows, наверное, вас интересует вот этот Windows x64 Vulkan. Скорее всего, вам подойдет он. Ну и для macOS, конечно же, тут свои истории. Тут нету никакого, кроме x64, ARM64, дополнительного бэкэнда, упоминания API, который используется. Там всегда Metal. Всегда Metal будет использоваться. Поэтому я тут загрузил еще модельку, чтобы показать на примере наглядно, как это работает. Вот я загрузил Gemma 4, Gemma 4 12B ITQAT GGUF, если это можно так выговорить вообще, от Onslaught. В целом, среднячковая модель очень неплохо себя показывает. Нужно иногда ее пинать, чтобы она хорошо работала, но для каких-то общетекстовых задач подходит просто супер. Для кодинга там вопрос надо настраивать, но мы сейчас не будем в это углубляться. Загружается она вот здесь, вот переходите на Files and Versions, и вот здесь есть Gemma 4, 12b, tralalala.gguf. GGUF это, или GGUF, это архив, в котором лежат, собственно, модельки. Почему я рекомендую загружать отдельно хранить? Все-таки это проще, чем потом... Для того, чтобы потом этим управлять, чем загружать из приложения. Мне кажется, в целом этот подход просто проще. Можно загружать из самой Llama CPP модель, но я бы это не рекомендовал. Просто потому, что мне вот так удобнее, я не знаю. Смотрите сами. Вот. Anyway, переходим к демонстрации уже. Вот у меня есть, я подготовил здесь, загрузил уже Llama. Как вы можете заметить, как плывет текст. Так будет плыть? Все равно плывет, ничего себе. Загрузил версию одну. Это не самая свежая версия, просто, потому что я когда подготавливал, они уже успели зарелизить еще несколько версий. Вот. И Gemma 4, та самая, GGUF, для того, чтобы можно было с ней поработать прямо сейчас, прямо вам что-нибудь показать. Распаковываем. tar xwav. Распаковываем. Вон распаковалась папочка. Появилась вот Llama B9838. Как вы видите, Ubuntu Vulkan. Сразу скажу, у меня Debian. То, что здесь написано Ubuntu, не пугайтесь, если вы вдруг пользуетесь какой-то операционкой другой, там Arch тем же самым, никаких проблем не будет. Просто билдят они это на машинах с Ubuntu и ожидают, что самые фундаментальные библиотеки для работы, они все-таки будут на примере Ubuntu. То есть там речь идет про типичные libc, animazzle и подобные вещи. Заходим в папочку Llama. Смотрим, что здесь есть. Есть большое количество файликов lib, что-то там. Есть Llama. Llama — это все инструменты. Это все приложения, которые можно использовать. Как я и говорил, нас интересует 3. Llama Bench, Llama CLI и Llama Server. Для примера начнем с Llama CLI. Как видно, без модели он вообще не запускается, но можно посмотреть, например, устройство, поддерживается ли то, что у вас есть или нет. Вот когда пишете list devices, передаете флажочек туда, вот можно посмотреть. Есть моя видеокарта 7900, XTX, 24 гигабайта, все правильно, все работает. Супер, можно запускать, теперь работать с ней. Вот, например, можем с помощью Llama CLI запустить модель. Как мы увидели уже, нужен флажочек минус model. Но я напишу -m, это сокращенная версия, и просто передам ему модельку, которую я уже загрузил. Вот, пожалуйста, модель грузится, думает, напрягается, запустился. Супер. Тут есть набор команд, которые можно использовать. Собственно, как вы можете догадаться, это терминальный интерфейс. Мы можем здесь сказать ей «Привет!». Вот, пожалуйста, моделька подумала, темно-серый блок, ответила нам светло-серый блок, или белый, светлый, и системную информацию дает нам этот CLI, насколько быстрый промпт процессинг был и насколько быстрый был токен generation. Generation.
уж эти термины. В целом можно даже говорить по-русски, например, «привет», ну, потому что это Джема. Джема неплохо поддержит русский язык, также общается, хотя думает часто вот все-таки в контексте английском. То же самое, информация системная. Если вам удобно так работать, то в целом это неплохой вариант тоже с ней пообщаться, как-то попробовать, потыкать. Но, понятное дело, мы пришли за чем-то чуть более красивым, да? Для начала выходить на Ctrl-C или на /exit. Для начала, наверное, давайте запустим еще пару бенчей каких-нибудь, да? Есть же бенч, Llama Bench. Вот, пожалуйста, по умолчанию он не запускается, потому что он ожидает, чтобы были какие-то модельки. Ну, подсунем ей нашу модельку, Джему. Пусть он потестирует ее. Посмотрим, как это работает. Тестирование происходит в 2 раунда по умолчанию. Оно все настраиваемое. Я не буду сейчас углубляться в эти штуки, но если вам интересно, в принципе, сравнить, как разные, например, API по скорости у вас работают, вы можете загрузить несколько версий Llama CPP и запустить пару бенчей там, сям, и посмотреть, насколько быстро все работает. Вот здесь, что самое важное из того, что надо здесь понимать, это вот, например, тест. Здесь пишут PP512 и TG128. Ну, то есть prompt процессинг, насколько быстро был, и токен generation. А дальше идет объем. Какой батч он ей запихнул на обработку. Есть целые прям истории с тем, как тестируют это все. Если вам это интересно, можно в это углубиться, но не в этом видео. Сейчас перейдем дальше. Переходим к Llama сервер, последнему инструменту, который, как я сказал, нас интересует. Тут важно не пропускать этот флажок M, потому что если вы просто запустите Llama сервер, он скажет то, что мы в роутер режиме запустились, не рекомендуется там в каком-то небезопасном окружении это запускать. В общем, нам роутер режим не нужен, нам нужен режим с настоящей моделькой. Поэтому передаем туда флажок M, параметр, аргумент, и запускаем модельку. Думает, загружает. Все, смотрите, запустилось. Слушает он у нас на localhost 8080. Открываем. Та-дам! Веб-интерфейс. И он рабочий, что самое главное. Мы можем здесь также общаться с моделькой. Сказать ей привет, hello, да, все. Как он там? Привет, да, еще печатать научиться. Вот. История сохраняется, контекст сохраняется. По умолчанию единственное, что я очень рекомендую вот здесь вот включать reasoning effort, то есть насколько она будет думать над ответами на макс, и дальше уже смотреть по обстоятельствам. Потому что иначе, как вы видите, здесь нету никакого thinking блока, то есть она вообще не думает, она просто сразу делает, что хочет. Ну вот, например, можем спросить там, или какая погода, да? Давайте спросим. И вот, видите, появился блок reasoning. Ну, то есть он думает над ответом. Вот. Ну, там предлагает уточнить город, регион. Я ему никакого доступа никаким тулам не дал, поэтому я сомневаюсь, что он даст настоящую погоду. Он только, может быть, какие-то статистические вещи даст. Тем не менее, надеюсь, понятно, что есть веб-интерфейс. В нем можно открывать чаты, в нем можно прикладывать документы какие-то, которые вам нужны, или файлики, которые текстовые, видео, аудио, в зависимости от того, что модель умеет обрабатывать. Все это прекрасно работает. И в целом Llama CPP закрывает 99% всех потребностей, которые у меня есть, как я говорил. Что самое важное, то, что это не только работает так, но и можно подключать агентов, потому что тот сервер, который мы с вами запустили здесь, он сразу OpenAI compatible, и вы сможете до него достучаться на вот URL 127.001/8080/v1. Не забывайте /v1 добавлять. Это именно OpenAI compatible endpoint. Вот. Как-то так. Надеюсь, что вам было полезно что-нибудь из этого. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, что-то вам подсказать нужно. Всегда с удовольствием помогу. Пишите в комментариях, обсудим. Может быть, даже какие-то видео запишу дополнительные, потому что, как минимум, есть понимание того, что нужно что-то большее, что будет несколько моделей запускать. Llama Swap для этого есть, и это, конечно, тема для отдельного видео. На этом все. Спасибо вам огромное за внимание. Если что, подписывайтесь. Может быть, что-то полезное сделаю. Пока.